забыла про меня? Стоп, твоя фраза. Ах ты, живучий ходячий. Золото. Получи от меня. Я не целовался до этого. Думал, так правильно. Как пылесос засосать и отпускать? Как папа учил. Ах, Так что ты представил? Ди Каприо. Ди Каприо? Мой лучший друг представляет Ди Каприо, когда он с кем-то Отвали! сосется. Копы не идут навстречу. Единственное, чего мы смогли добиться, это вашего увольнения. Иначе они поднимут шумиху. Нам это не нужно. Ну это пиздец. Пиздец! Да поняли все уже. С нашим мастерством мы в два счета найдем, куда пойти. Мы вам перезвоним. Перезвони. Тебе не кажется, что нам нужно найти студию поменьше? Секс-клуб через дорогу. Нет, мы к вам. Вы же ищете актеров на спектакль? Теперь нет. Почему? Потому что нет актеров. Теперь придется отменять приглашение Warner Brothers. Мы всех пригласим на кастинг и наберем актеров. Нельзя же отказываться от такого. Свободная касса. Мы все любим что? Покушать. Вот. А еду за что можно получить? Деньги, Льюис. Деньги. Мы сделаем призовой фонд. И лучший актер получит деньги. А напомни мне, для кого ты это сделал? Разве ты не хочешь показать всю свою красу перед этими директорами? Я не знаю профессии, которая требовала бы более изысканных форм и более чистых нравов, чем театр. У вас рак легких. Вы очень долго тянули. И сколько еще? Неделя. Вы не можете ничего сделать? Максимум, что я могу сделать, это облегчить его смерть. У меня спектакль. Тревога и волнение окажут отрицательное влияние. Для своих родителей на первом месте был я. Но все это закончилось в тот день, когда они пропали. Меня заметили соседи и вызвали полицию, которая определила меня в приют, где я познакомился с Льюисом. Зачем ты пришел? Я верил в то, что мне удастся полюбить тебя такой, но нет. Я полюбил не тебя, а другую твою сторону, и это было неправильно. На съемке нового фильма, который взорвет все кинотеатры мира. Правится Льюис Уайт. Подходи. Я всегда буду помнить о вас и никогда не забуду. Чмокинс, Тихоня, на понтах, розоволосый, выскочка, последний. Существует легенда о драконе, который таится в далеких землях края. Смерть этого дракона означает начало нового времени. Я посвятил свою жизнь поиску портала, и сегодня дракон будет побежден. Как всегда, отлично справился. Угу. У тебя так хорошо получается играть. Странно, что ты все еще не выступаешь на большой сцене. Да уж. Слушай, тут у моих знакомых на следующей неделе спектакль, в котором я буду участвовать. Не хочешь прийти, посмотреть? О, прости, но меня не будет всю неделю в городе, так что я вряд ли смогу прийти. Жалко. Ну ничего страшного. Надеюсь, в следующий раз получится, да? Посмотрим. Я дома. Как все прошло? Ничего интересного. Это твой 4-й спектакль за полгода. Неужели за это время не произошло ничего интересного? Вот именно, уже 4-й, и после каждого ты задаешь один и тот же вопрос. Попробуй в следующий раз придумать более оригинальный ответ. Мне же нужно девчонкам на работе что-то интересное рассказывать. А, вот оно что. А ты как думал? Быть матерью – это дело не из легких. Бери пример с Итана, ему вообще плевать на мою жизнь. Твой отец просто слишком загружен работой. Уже 5 лет? Интересно, он еще помнит, как меня зовут? Да брось. Думаю, вам просто нужно поговорить. Прости, но мне нужно собрать оставшиеся вещи.
Ровно год прошел с моей последней поездки в Орегон. Даже не верится, что у меня получилось прожить столько в этом дурдоме. Но сегодня я наконец попрощаюсь с этим местом. Даже одной недели хватит, чтобы привести мысли в порядок. Эй, а тебя стучаться не учили? Лиам, ты оглох, что ли? Что это? Мама сказала, что когда ты переедешь, то я буду жить в твоей комнате. Поэтому нарисовал то, во что я превращу эту халупу. Но ты же в курсе, что я буду жить здесь еще минимум 2 года? Ничего страшного. Папа сказал, что чем раньше я начну прорабатывать идею, тем лучше. Нашел кого слушать. Значит, ты хочешь холодильник в комнату? С бесконечным запасом колы. Ага, и диско-шар на потолке. А еще стеклянный пол с водой и акулой внутри. Да, держи, тебе явно стоит немного подкорректировать свой план. Как раз за 2 года успеешь. Ну вот и завидуй молча. Что такое? Лео, в аэропорт тебя сегодня отвезет папа. Что? Ну, ты же сказала, что сама меня отвезешь. Да, я знаю, но меня срочно вызвали на работу. Уж прости. Зашибись. Слушай, это отличная возможность провести с ним время. Я не хочу проводить время с Итаном. Он пытается найти с тобой контакт, но если ты вечно будешь так к нему относиться, то вы никогда не сможете найти общий язык. Отлично, именно то, что мне нужно. Послушай, я знаю, ты думаешь, что без него будет лучше. Ты можешь считать, что он тебе не нужен, но он нужен мне. Мне было бы очень тяжело без его поддержки. И Лиаму в его возрасте нужен отец. Итан тоже часть нашей семьи. И если в твоих глазах он не заслуживает любви, то постарайся хотя бы его уважать. На сегодня все. Попробуйте дома самостоятельно повторить все упражнения. Как все прошло? Ньют и Белль чуть не поссорились по-настоящему, когда им нужно было просто отыграть ссору. Джессика чуть не расплакалась, когда я попросила рассказать ее монолог. А Джастин несколько раз упал со сцены. В общем, все прошло лучше, чем могло бы быть. Счета за свет выросли вдвое. Да, такими темпами мы скоро со свечками занятия будем проводить. Слушай, а это неплохая идея. Ну знаешь, занятия посреди ночного города, а свечки словно огоньки из окон. Ну да, возможно, это не лучшая идея. Я не представляю, как мистер Бейкер справлялся с этими счетами. У него или была огромная визия, или очень хорошие спонсоры. Сейчас ведь никто не ходит в театры, проще ведь какой-нибудь сериал дома посмотреть. Я иногда думаю, может... Эй, все нормально, мы совсем справимся. Рэйчел, Да, миссис Харрис. сегодня снова приходили люди из церкви. Я надеюсь, вы передали им все, что я просила. Да, я сказала, что мы не собираемся ставить спектакли по библейским сюжетам. Ну вот и отлично. Если они решат снова прийти, то вы знаете, что делать. Конечно, вызывать полицию. Если в следующем месяце счета снова возрастут, то я подумаю на твои идеи со свечками. Да. Льюис, ты же помнишь о нашей встрече? Угу. И ты полностью готов к ней, собрал все вещи, купил билет и вот-вот поедешь в аэропорт. Ага. И нам не придется ждать тебя несколько часов из-за того, что ты опоздал на самолет. Ага. Льюис, какое сегодня число? Угу. Твою мать, Льюис, у тебя самолет через 2 часа. Льюис, алло. Льюис, только не говори, что ты уснул. Льюис, я тебя убью.
Так, значит, ты снова едешь к своим друзьям в Орегон? Не слишком поздно ты меня спрашиваешь об этом. Просто уточняю. Конечно, я знал, что ты собираешься к ним ехать. Интересно, кто тебе это сказал? Джейн. Это был риторический вопрос. Со стороны может показаться, что я ненавижу Итана, но это не так. Меня просто выбешивают все его действия. Что бы он ни сделал, меня всегда это будет бесить. Слушай, я знаю, что у нас с тобой довольно натянутые отношения. Недолго до тебя это доходило? Знаешь, я хотя бы пытаюсь что-то сделать, чтобы изменить это. Зачем? Тебя кто-то об этом просил? Ну, нет. А может быть, это сделала мама? Да, это она попросила. Ну вот, ты нужен ей, Лему, но не мне. А твоей маме нужна дружная семья. Ты мне не отец и никогда им не станешь. Я никогда и не пытался его заменить. Во время полета меня не отпускала ситуация с Итаном в машине. Моей маме ведь и вправду нужна поддержка, которую я не могу ей дать. Лему нужна была отцовская любовь, но мне ничего от него не нужно. Ни заботы, ни внимания, ни любви. Она была нужна мне от моего биологического отца, но теперь его нет. Значит, и все это мне больше не нужно. Командир воздушного судна. Буквально через несколько минут мы начнем снижение в аэропорте Мэтфорда, штата Орегон. Пожалуйста. Слушай, а может нам снизить зарплату миссис Харрис? Нет, ну а что? У нее уже есть пенсия. Она, считай, работает только потому, что ей делать больше нечего. Нет, Картер, у нее и так зарплата ниже среднего. Лео, здорово! Привет! Привет. Какой теплый прием. А как по-другому-то? Как долетел? По правде говоря, я даже выспался за эти 2 часа полета. Кому-то достаточно и 2 часов, чтобы выспаться, а кому-то и суток не хватает. Ну, рассказывай. Уже приглядел себе кого-нибудь? Что? В смысле? Ой, да не стесняйся. Картер, прекрати! Тихо, у нас тут мужской разговор. За весь год, пока меня здесь не было, у них ничего не изменилось. Последнюю встречу Картер сказал, что хочет делать ремонт, но, похоже, дальше слов прогресс не двинулся. Приходи, чувствуй себя как дома. Ну привет, Алекс. Давно не виделись. Как он тут? Когда мы его приютили, он был уже взрослым, поэтому он все еще помнит Роберта и периодически кусает нас. Меня. Он кусает только меня. Ну да, ко мне он еще адекватно относится. Ну, рассказывай. Что нового? Ровным счетом ничего. Каждый месяц показываем один и тот же спектакль, который уже всем надоел, но не нашему преподавателю. Итан все еще пытается как-то со мной сдружиться. Мама хочет, чтобы я с ним нашел контакт, а Лем уже планирует переезд в мою комнату. Итан, это твой отчим? К сожалению, да. А разве это плохо, что он хочет быть с тобой в хороших отношениях? Я бы мог попытаться пойти к нему навстречу,
Если бы он сам хотел иметь со мной хотя бы нейтральные отношения. Но на деле это в первую очередь желание моей мамы. Ему-то вообще по барабану. Да и знаете, мне все это не нужно. Все эти ласки, внимание, отцовская любовь. Я вырос из этого. Помню, как я также говорил в твоем возрасте, когда меня отправили в новую семью. Отцовская любовь. Фу, я уже взрослый, мне это вовсе не нужно, но... На самом деле, отец — это очень важная часть взросления. Я спокойно вырос и без отца. Лео! Льюис! Смотрите, кто приехал! Та-дам! Льюис! А мы уже думали, ты только ночью приедешь. Сколько мы с тобой не виделись? Полгода? Ну да, время быстро летит, когда ты снимаешься в главном блокбастере этого года. Ну все, началось. Как вы тут без меня? Мы, конечно, не снимаемся в тупых боевиках, но все же у нас все хорошо. Ох, посмотрите на него. Зато эти тупые боевики приносят мне за один съемочный день столько, сколько ты за свою жизнь не видел. Лео, как в универе дела? Все отлично, проводим спектакли, выступаем. А я уже и не помню, когда последний раз был на сцене. Зато мы с Картером целыми днями проводим время с детьми в театре. Ты, кстати, не хочешь прийти? Посмотреть, что у нас изменилось? Может, ты мастер-класс проведешь? Мастер-класс от Льюиса Уайта? А что, звучит неплохо. Кажется, самооценка Льюиса уже покорила Эверест. Я всегда удивлялся тому, насколько Льюис уверенный в себе. Пока все над ним смеются, он продолжает делать то, что хочет. Это мне в нем и нравится. Я рад, что мы снова с вами встретились. Надеюсь, нам удастся провести этот вечер так, чтобы завтра не было стыдно. За встречу! Хорошо сказано. Это он пока трезвый. Что за... Это что? Выйди, я хочу в туалет. Просто разбудить меня нельзя было. Ну разве я могла упустить такую возможность? Как самочувствие? Лучше всех. Я так и думал. Картер, ты не видел мои невидимки? Как я их мог видеть-то? Они же невидимые. Вот такие, черные тонкие заколки. А, погоди, так это имя я вчера Киви чистил. Так, Лео, Льюис, вы тоже собираетесь, давайте. А нам обязательно ехать именно сейчас на кладбище. Почему мы не можем сделать это вечером? Вечером кладбище будет закрыто. Зачем вообще закрывать кладбище? Что там можно украсть? Надгробие? Как вариант. А ты, Картер, как себя чувствуешь? Заебись. Лео, не поможешь мне с завтраком? Да, конечно. Льюис, ты пытаешься съесть яичницу силы мысли? Я не голоден. Лео, какие этюды вы ставите? Оу, ну, наш последний этюд был по мотивам какой-то старой легенды, которую мне еще, кстати, дедушка в детстве рассказывал. В ней говорилось о существовании другого измерения, в котором живет дракон, и по пророчеству его должен был убить какой-то рыцарь, тем самым начав новую эру, как-то так. Звучит интересно. Льюис, расскажи эту легенду кому-нибудь из Warner Brothers. Может, тебя хоть раз позовут сниматься в нормальном фильме. Не обращай внимания, Картер по утрам всегда немного агрессивный. Да ничего, я понимаю. Завистливые люди, они такие. Не стоило этого говорить. Думаешь, я тебе завидую? А разве нет? Ха, я скорее буду работать уборщиком на киноплощадке, чем сниматься в этих убогих фильмах. Картер. Спасибо за завтрак. Раньше я не замечал подобной агрессии со стороны Картера. Неужели он и правда так завидует Льюису? Хотя, возможно, похмелье так на нем сказывается. Пол-литра текилы дают о себе знать. Голова раскалывается. Возможно, тот бокал был лишним. Возможно, все бокалы были лишними. У кого-нибудь есть что-нибудь от головы? Топор поможет? Ха-ха. Надо было спрашивать это, когда мы были еще в квартире. Ох, черт. Ребят, а таблеток от глюнов ни у кого случаем нет? Зачем? Я, по-моему, вижу Роберта, сидящего напротив своей могилы.
Пожалуйста, хоть бы не Роберт. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Эй, вы кто? Простите? Фу, пронесло. Вы знакомы с Робертом? Ну, можно и так сказать. Я его брат. Брат? У мистера Бейкера есть брат? А вы, как я понимаю, его знакомые? Мистер Бейкер погиб больше года назад. Почему мы прилетели только сейчас? Мы с Робертом перестали общаться сразу же, как только он покинул дом и переехал жить сюда. У нас всю жизнь были тяжелые отношения, недопонимания, ссоры. Поверить не могу, что у Роберта есть брат-близнец. Мы не близнецы, мы двойняшки. В смысле, вы копия мистера Бейкера? Мы родились примерно в одно время, но внешность у нас абсолютно разная. Возможно, у нас есть схожие черты лица, но не настолько, чтобы называть нас близнецами. Этот тип настораживал меня. Я думал, если Роберт не хотел общаться с ним, то значит на это есть веская причина. Нет, конечно, возможно, мистер Бейкер такой человек, с которым иногда бывает сложно, но не думаю, что он настолько невыносим, чтобы обрывать с ним общение. Льюис, не неси чепухи. Говард, верно? Да. Если не секрет, то почему у вас возникали эти недопонимания? Что ж, полагаю, вы хорошо общались с моим братом. Думаю, вам можно доверять. Роберт любил всю жизнь ставить всякие сценки. В детстве он устраивал спектакли с игрушками, а когда подрос, уговорил родителей привести его в театральный кружок. Пока родители пытались объяснить нам, как зарабатывать деньги, он проводил все время в своем кружке и совсем не думал о будущем. Роберт вечно твердил о том, что он хочет стать режиссером. Но мои родители были против этого. Да и я тоже этого не поддерживал. Любые профессии, связанные с творчеством, приносят гроши, на которые даже прожить месяц нельзя. Но его это не волновало. Я пытался его переубедить, но из этого разгорался еще больше скандал. Как только ему исполнилось 18, он бросил колледж и уехал из дома. А кем вы хотели стать? Я сразу знал, что не хочу идти по дорожке моего братца и провести всю старость в нищете. Поэтому учил финансовую грамотность, начал инвестировать и открыл свой бизнес, который на данный момент приносит мне сотни тысяч долларов в месяц. Выпендрежник. Кто бы говорил. Двойняшки, но на деле абсолютно противоположное. А вы знаете, почему он погиб? Да. Если бы мы поддерживали связь, и он бы сразу рассказал о своей болезни, я бы мог оплатить ему все лечение, и он был бы жив. Но нет, он ведь ни от кого не зависит, и ему ничего ни от кого не нужно. И куда его это привело? По нему и не скажешь, что он испытывает горе от смерти собственного брата. Даже после его потери у него хватает совести винить его в чем-то и осуждать. Их история куда глубже, чем он рассказывал. Роберт был с тяжелым характером, закрытым. Даже после долгого общения с ним мы почти ничего о нем не знали. Вот насчет тяжелого характера ты правильно подметил. Он не принимает ничью точку зрения. Он как упертый баран, стоит на своем. Стоит на своем до последнего. Даже когда все катится к чертям. Именно. Он несколько лет копил деньги, и нет бы потратить их на инвестиции куда-нибудь. Он купил старое, полузаброшенное здание. Говорил, мол, откроет свой театр, будет проводить выступления, но уже через полгода здание забирает банк, чтобы покрыть задолженности. Так, что делает Роберт? Прибегает ко мне с просьбой выкупить театр. У меня не было причин отказывать, да и сумма была небольшая, так что я помог ему. Так это ваш театр? По документам мой, но он был мне ни к чему, поэтому он был в распоряжении Роберта. Вот бы мне кто-нибудь такие подарки делал. Что? Ты хочешь, чтобы я тебе театр купил? Ну, поскольку Роберта больше нет, я наконец могу заняться театром и сделать из него по-настоящему прибыльное дело. В смысле? Вы о чем? Да, я уже давно думаю о том, чтобы снести это здание и освободить место для одного из своих ресторанов. Чего? Боже мой, Льюис, Уайт, это вы? А можно сфоткаться, пожалуйста? Вы продолжайте, я сейчас вернусь. Говард, вы, должно быть, не знали, но мы с Картером на данный момент заправляем делами театра. Неужели? Тогда мне жаль, что вам придется искать новую работу. Так, постойте, это какое-то недоразумение. Роберт завещал театр нам, и мы его владельцы. Договор о продаже здания я не подписывал, у Роберта нет никаких прав на здание. Вы уверены, что он вам завещал именно этот театр? На все 100%. Тогда покажите мне документы, подтверждающие его принадлежность именно вам. Кажется, таких нет.
как жаль. Это что у нас получается? Вы незаконно продолжили работу театра без ведома его владельца. Попахивает противозаконными действиями. Постойте, но как же так? Вы просто отберете то, на что ваш родной брат потратил свою жизнь? Моего брата больше нет, и я не собираюсь делать из этого театра музей. В Москве посреди центральной площади труп лежит. На него огромные очереди. Подождите, не спешите с выводами. Может, вам будет хватать выручки с театра? Сравнить ресторан с театром — это как сравнить бургер с яблоком. Большинство выберут бургер. Выручка с театра в жизни не сравнится с выручкой ресторана. Почему он не берет в счет вегетарианцев? Может, нам удастся как-то договориться и решить это недопонимание? Да мы за неделю переплюнем ежемесячную выручку ваших недоресторанов. Картер, куда ты лезешь? Если ты так уверен, то можем проверить. У меня есть свободная неделя. Если до конца недели вы принесете мне более 30 тысяч долларов, то я оставлю ваш театр и буду получать каждый месяц процент с прибыли. Идет? Идет. Еще увидимся. Ты идиот? Откуда мы найдем 30 тысяч долларов? Пойду прощаться с театром. Нужно было просто помолчать пару минут, и все. Но нет, тебе же нужно погеройствовать. Он бы не согласился на твои условия, ты его видела? По его глазам можно понять, что его не интересует ничего, кроме денег. Поэтому нужно было говорить, что за неделю мы соберем выручку, которую ресторан собирает за месяц. Ты просто идиот! Ты знаешь, сколько наш театр приносит в месяц? Знаю. Нет, ты не знаешь. 10 чертовых тысяч долларов. 7 тысяч, Этот человек готов пойти на полное уничтожение труда всей жизни своего брата. Да еще и спорить на это. Настолько бездушного человека я не встречал ни разу в своей жизни. Я на месте Роберта тоже хотел бы куда-нибудь уехать подальше от такого брата и больше никогда с ним не видеться. Нет! Рэйчел, пожалуйста, успокойся. Я понимаю, мы все сейчас на нервах, но все эти бессмысленные слова ни к чему нас не приведут. Почему ни к чему? Я вот пришла к тому, что мой парень больной на голову. Льюис ведь сам говорил, что у него огромные гонорары на один съемочный день. Льюис, ты сможешь нам помочь? А Картер вернет себе деньги, как только у него будет эта возможность. Да, Льюис, ты очень меня выручишь. Пожалуйста. Ребят, тут такая ситуация. Помните, я рассказывал, что на днях встретился с Ди Каприо? Так вот, он, просто так на прогулки не ходит, поэтому мне пришлось ему заплатить. Это шутка? Нет, вовсе нет, он просто очень занятой, да и на саму прогулку пришлось потратиться. У тебя совсем не осталось денег? Сейчас нет. Я поздравляю вас, мы в дерьме. Ты все преувеличиваешь. Преувеличиваю? Серьезно? Так, давай еще раз все разберем. За неделю нам нужно раздобыть 30 тысяч долларов, которые мы сможем заработать минимум за 3 месяца. Наш богатый знаменитый друг просрал все бабло на встречу с каким-то ебланом. Эй! И если денег не будет, то театр, в котором мы бухали дохуя бабла, дохуя сил, дохуя нервов, просто заберут. И все это за тебя, Картер, потому что ты долбоеб. Давайте заработаем деньги. У нас нет другого варианта, как искать подработку. Тем более нас 4. За неделю точно управимся. Я могу связаться со своим агентом, и он подберет мне заказы. Мы быстро наберем сумму. Да, ради театра и мистера Бейкера. Ты сам будешь отчитываться перед родителями Лео и объяснять, почему он все каникулы провел за работой. Квартира неплохая. Приберитесь и выставьте ее на продажу. Мы просто актеры, наше прошлое стерто. Мы играем в сказку. Мы просто актеры, наше прошлое стерто. Меняем лишь маску.
Мы просто актеры, наше прошлое стерто, закрашенная краска. Мы просто актеры, наше прошлое стерто, мы будто Пикассо. Беру новый краску, каждый день снова все оттенки цветов. Мои гримерки дома дарят много цветов, но я не беру их домой. Там иной мир, где я могу быть собой. Я как киндер, посмотри, я для тиндер, но внутри я поставил свою жизнь на репит. Новый день, новый мейкап, новый день, пью кофе кап. Новый день, для которого слов нет слов.